Здравствуйте. Эта история никогда не закончится, и уход Миуры на ту сторону реки Стикс тут ни при чем. Читатели манги «Берсерк», думаю, заметили, что история в произведении идет слишком неторопливо. За 32 года мангака не то что не завершил историю, а будто даже не собирался подводить нас к развязке, с каждой новой главой зачастую вместо ответов создавая только больше вопросов. И это неплохо. Миура плавно погружает нас в выдуманный им мир, рассказывает свою, чрезмерно важную для него историю, которая не перестает быть для читателей интересной. Но что же будет в конце Берсерка? Знал ли Кентаро, как закрыть главный конфликт произведения, и возможно ли вообще закрыть этот конфликт? Гатс и Гриффит, уродство и красота, грубая сила и изворотливый ум, искренность и лицемерие. Взаимодействие этих двух на протяжении арки Золотого века возбуждало во мне разные эмоции. Когда Гатса, будто бездомного озлобленного пса, забрал к себе в банду Гриффит, я поначалу радовался. Радовался развитию их товарищеских отношений. Черный мечник, пока еще не называвший себя так, обрел смысл жизни, цель. Правда, чужую. И это постепенно начинало волновать молодого воина, пока не вылилось в трагедию. Все мы помним и знаем, что произошло в ту роковую ночь, когда Гатс ушел из банды Ястреба. Казалось, ничего особо страшного не случилось. Хоть он и являлся далеко не последним человеком в команде, эта потеря не была бы для банды чем-то непереносимым, если бы во главе нее не стоял человек, который сломлен тем, что его любимый цепной пес ушел от него в честном бою, отстояв свое право на это. Много кто думает, что Гриффит, возможно, привязался к Гатсу, может, даже считал его другом, а в разговоре с принцессой сам не понимал, что глаголит, потому так паник после ухода друга. Хоть привязанность отрицать у меня никак не получится, дружбы здесь точно не было. По крайней мере в той форме, в которой обычный человек привык ее видеть. Гриффит использовал Гатса в своих целях, и хоть был и неравнодушен к нему, но скорее как к любимому цепному псу, которого он хорошо кормил, был с ним вежлив, но только чтобы пес был предан и свободно жертвовал своими интересами в угоду интересов своего хозяина. После ухода Гатса Ястреб был сломлен тем, что проиграл. Его эго требовало быстрого удовлетворения потребности властвовать. Поэтому Гриффиту нужно было незамедлительно доказать самому себе, что, явившись на порог принцессы, так недоступной для всех остальных, он сможет с легкостью ее получить. Поступил Гриффит очень опрометчиво, загремел в тюрьму, где стал беспомощным инвалидом. Старые друзья, включая Гатса, спасли его. Правда, хоть у них получилось освободить тело ястреба, дух его уже было не спасти. Наконец наступает затмение. Может быть, вы недовольны тем, что я вам пересказываю события, которые вы знаете наизусть. Однако мне это нужно было, чтобы привести вас сюда. Именно здесь, под покровом бесконечно глубокой тьмы, и родился главный конфликт произведения Берсерк. Гатс и Гриффит. Человек и демон. Человечность и мечта. Здесь умирают почти все члены банды Ястреба. Их главнокомандующий приносит в жертву. Новорожденный в божественной форме Гриффит насилует Каску, девушку, которая была и остается дорога Гатсу, пока тот не в силах ничего сделать. Когда ночь с принцессой и насилие над Каской здесь, в нашем собственном повествовании, стоят так хронологически близко друг к другу, мы можем провести между этими событиями параллель. Приходя к принцессе, Гриффит спасался в ее объятиях, показывая самому себе, что все еще желаем, что он властен над людьми, после этого упав в пропасть. Того же доказательства власти он добивается, когда делает ужасное с Каской, но на этот раз это ознаменует его реинкарнацию. Он выбрался из пропасти. Гриффита и девушку спасут. Рыцарь с черепом вместо лица вытащит их полумертвые тела, правда, дух их уже не спасти. И до сих пор это спасение не было найдено. Не буду спойлерить мангу, но скажу так. Произведение все еще не дошло до логического завершения, и если честно, я не представляю, как именно история Берсерка должна закончиться, чтобы это удовлетворило меня, пропитавшегося ею ребенка. Конфликт Гатса и Гриффита очень философский. Он хоть и является достаточно четко обозначенным чисто с точки зрения сюжета манги, однако выходит за рамки произведения, создавая нечто большее, чем просто столкновение двух персонажей. И шаги к решению такого конфликта лично для меня будто
это должны означать поиск решения безобразности всего человечества. Не может эта манга закончиться так, мол, хотите трешак и мрак? Тогда Гриффит добьется всего, что хотел, оставив Гатса умирать в бесконечной погоне за недостижимым. Хотите счастья? Гатс наконец достигнет своего врага и выберется живым из кровавой бани, без которой точно не обойтись при встрече сил героев такого масштаба. Да, это банальные примеры и придуманы очевидно, бездарно. Те, кто сейчас занимаются мангой, а возможно Кентаро Миура оставил своим последователям идею концовки, точно придумают что-то интересное, захватывающее с точки зрения истории. Как-то закроют то, что строил мангака большую часть своей жизни, только нужно ли это вообще закрывать? Может, мастер Миура и не думал заканчивать свое творение. Может, это и есть посыл его произведения. Мрачный, жестокий, но так похожий на то, что происходит в реальности. То, чем славится человечество. На Земле было, есть и будет множество конфликтов и междоусобиц. Каждый делает то, что выгодно конкретно ему, и черт ногу сломит, разбираясь, кто прав, а кто нет. Являясь неравнодушным участником подобных разногласий, мы невольно принимаем ту сторону, которая лично нам по душе. Кому-то из-за выгоды и безопасности, кому-то по нравственным соображениям или другим причинам. Также случилось с большинством из нас при ознакомлении с Берсерком. Думаю, по пальцам можно пересчитать процент людей, которые болеют за Гриффита и искренне хотят, чтобы этот безусловно харизматичный персонаж, ломая черепа под своими ногами, добрался до своей мечты, не встретив особого сопротивления со стороны Черепа или Гатса. К тому же, на протяжении всей истории Гриффиту правда все сходит с рук. Ведь мечта — это прекрасно. А средства для достижения этой мечты... Кто-то считает их важной частью не только пути к этой мечте, но и самой мечты. Например, у меня будет свой замок, но я добьюсь этого вместе со своими друзьями, честным путем и без становления демоном. Кому-то же совсем не важно, как добиться исполнения своей мечты, лишь бы это случилось. Очевидно, это уход в крайности, и можно еще долго разглагольствовать над поступками Гриффита и отношения к ним людей разных моральных ценностей. Но главным героем, протагонистом произведения Берсерк все еще остается Гатс. И в конфликте между ястребом и цепным псом мы принимаем понятно какую сторону. Ту, что нам ближе, ту, которой мы сопереживаем. Черный мечник наш друг, брат, соратник, товарищ, для кого-то отец, кому-то сын. Все мы по-разному проецируем образ персонажа у себя в голове, однако Гатс все еще остается той фигурой, безопасность которой в произведении нами очень желаема. Мы не хотим чувствовать его страдания, проникающие к нам в души во время и после затмения. Мы хотим вместе с товарищами в полной безопасности отдыхать, восстанавливаясь перед следующим приключением. А как иначе погружаться в историю, во главе которой стоит героическая личность, если не ассоциируя себя с ним или хотя бы не болея за него? Правда, к сожалению, в реальном мире победы для нас, для главных героев своих историй, никогда не настанет. Именно поэтому, если Гриффит и Гатс каким-то образом получат свои победы или поражения, разве будет это удовлетворительно? Разве останется Берсерк настолько же глубоким произведением, которым является сейчас, просто закончив историю главных героев как людей, при этом откинув и убив их как символ нерешаемого конфликта? Гатс и Гриффит обязаны жить, словно олицетворяя всю жестокость мира. Страдая и ненавидя своих врагов так же, как я ненавижу и страдаю, Гатс будет вечно находить отклик в моей душе, создавать символ вечной борьбы, а Гриффит будет напоминать о том, кем я могу стать, вдруг откинув свою человечность ради чего-то кажущегося мне великим. Напоминать, что мечта важна, но до тех пор, пока в моем сердце горит огонь, а не души тех, кого на своем пути я оставил, уничтожил и обесценил. Гатс и Гриффит. Их нерешаемый конфликт должен существовать ради меня и быть нерешенным, чтобы к моей смерти эти образы все еще прожигали мою голову, так и не найдя точного ответа на вопрос, кто из них должен победить. Да и стоит ли этот ответ вообще того, чтобы его получить? Война никогда не заканчивается, и победителей в ней нет. Возможно, Кентаро Миура думал именно так, потому за 30 лет так и не закончил свою многолетнюю историю Берсерка, унеся ее на тот свет. Подписывайтесь на телеграм-канал, мне еще есть что сказать, но лучше в следующий раз.